Занятие пятое. Устранение, обесценивание. Итак, устранение, обесценивание. Значит, я напоминаю, о чем мы с вами говорим. Да? Что такое вот по данной теме, что мы рассматриваем? Одно – это баллы, как использовать, да, пока закрыли. Второе э, карма говорит, я не против, да, вы можете пойти по этой дороге, по этой. В принципе, эти маршруты для вас, они в определенной мере подготовлены. Нет кармических запретов. Да. Карма посмотрела, сказала, что это было бы неплохо для вас. Да, неплохо. Вы не можете перескакивать через 100 ступенек, и даже через 10 не можете перескакивать свою судьбу. Да, то есть она развивается шаг за шагом. И фактически те возможности, которые открыты, это следующие шаги по вашей судьбе, да, которые есть смысл делать. Да, следующие шаги. Но не всегда человек пользуется теми возможностями, которые для него приготовлены. Поэтому мы говорим не о фантастических каких-то вопросах и о мечтах, а то, что карма говорит, есть судьба на троечку, да, у каждого судьба, там среднестатистическая, может быть, 3,5, да, но есть же еще там на четверочку, 4 с плюсиком, на 5 с плюсиком, да, есть еще же другие возможности. Кто-то, может быть, наоборот, даже и на 3,5 балла свою судьбу не взял, да, какие-то возможности не использовал в силу различных причин. Поэтому мы говорим о чем? Что да, у кармы эти возможности уже есть, они открыты для человека, и вопрос только в самом человеке. Готов ли он этими возможностями воспользоваться? Да? И мы сегодня на следующих занятиях будем как раз говорить об этом, да, что нужно, чтобы человек и был настроен, и пользовался этими возможностями. Да, это мешает то, что внутри человека. Мы обозначали, да, ключевые направления. Часть из них касается прошлого, часть будущего. И первый блок программ, которые мешают человеку, да, пользоваться возможностями, это обесценивание. Обесценивание себя и обесценивание того пути, по которому он прошел. Да, как это работает? Да, что нужно, как это работает? Есть вариант позитивный, да, правильный, да, норма. Да? Норма – это уважение к себе. Да? То есть человек видит, что у него есть со знаком плюс. Да? Если мы говорим достоинство, мы говорим о чем? О нашем внутреннем мире. Если мы говорим достижения, то мы в основном говорим то, что есть в судьбе, там, в знакомствах, ну, любые позитивные, ну, вовне, да, есть достоинства и всевозможные достижения. Вот человек, который себя уважает, он это все видит, да, что у него есть хорошее. Он это видит, он это ценит, он это защищает как драгоценность, потому что действительно это важно. То ли в душе живет светлая энергия, не боль, а радость и сила, и способность, да, достоинство. Он защищает свой внутренний мир от разграбления. И он понимает, для того, чтобы делать следующие шаги и в своем развитии, да, и в своей судьбе, ему нужно опереться на то, что уже у него есть хорошее. А если человек не видит, да, своих достоинств, достижений, ему вроде бы и опираться не на что. И тогда у него в сознании даже и мысли нет, что он имеет право делать следующие шаги вперед. Да, а как он может делать следующие шаги вперед, если достижений он не видит? Да? Поэтому норма уважения к себе, мы видим все, что у нас есть со знаком плюс. Да, и как люди адекватные, мы, конечно, понимаем, что если проблемы, мы их признаем и понимаем, что их нужно решать. Да, ну, есть проблемы, нужно решать. Проблемы ни для кого не являются приговором, любые, да, потому что есть люди, которые достигли всемирного признания и без рук, и без ног, и без глаз, да, но это не останавливает их. Поэтому норма – уважать себя за все хорошее, что есть. Проблемы видим, признаем, с ними работаем. Какие у нас в этом случае, да, человек может идти вперед? Да, какие у нас есть противоположные сценарии, вы хорошо знаете. Да? Перебор, гордыня, перебор. Достоинства есть, но они раздуваются до больших размеров. И чаще всего это невозможно подтвердить на практике. Да? То есть перебор, гордыня.
достоинства раздуваются, недостатки человек их не видит или преуменьшает. Ну да, есть. Ну, подумаешь, там, ну, неважно, там, долги не возвращаю вовремя, тут я ж не такой один, да. Преуменьшается ценность тех или иных недостатков, хотя они его приговаривают. Ну, разные там недостатки могут быть. Да, поэтому гордыня, перебор, раздуть достоинства, преуменьшить свои недостатки, и такой человек не способен к эффективным действиям, потому что его мышление неадекватно. Да? И когда он там много о себе мнит, то ему страшно браться за новые процессы, потому что будет видно, что он не способен что-то сделать или там еще что-то. Мы говорили не раз на эту тему, но везде, где человек неадекватен, да, он не может принимать верные решения. Вторая проблема противоположная – это ничтожество, да, или там недобор. Да, то есть то ценное, что у него есть, позитивное, оно преуменьшается или вообще не замечается. Если человек «я плохой», из этого следует, что ничего хорошего нет. Вот я плохой, то ничего хорошего вообще нет, опираться не на что. Ну как я могу цели какие-то ставить, там, на что-то дерзать, ну как я могу? Не могу. Да? А проблемы преувеличиваются. Это все как бы неправильно. Да, вот адекватное мышление, когда человек видит свои достоинства, свои достижения, он на них опирается для того, чтобы делать следующий шаг. Это основная задача, которую сегодня нужно решать. Никакие недостатки, да, не должны останавливать человека для того, чтобы двигаться вперед. Да? Не должны останавливать. Ну и, конечно, оценка должна быть и позитивной, но и адекватной.